Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет проходить операция по отделению вот этой вот детки. Это детка, друзья, которая выросла на пеньке. Это орхидея Dusty Bell, бабочка. Да, она уже закончила свое цветение. И вот на днях я, поливая орхидеи, заметил у этой орхидеюшки, что корни от этой детки, некоторые корни начинают портиться. То ли это передается от старого пенька, на котором она выросла, вот он этот пенек, то ли еще какие-то неприятные процессы. Усыхают некоторые корни, но мне тут непонятно, то ли это пенька старые корни усыхают, то ли это деткины. Но вот чтобы, как говорится, это не потерять эту орхидею, сегодня мы ее снимем с этого пенечка, достанем из этого горшка и сделаем пересадку. У меня в стандартном цветении есть Dusty Bell. Мне они очень нравятся, они ароматные, роскошные. Вот такие вот красотки. Мы их еще с вами сейчас посмотрим. Я их покажу, камеру переключу. Есть еще другие представители парфюмерных фабрик. Вот они. Это вот бабочка вот такая вот. Это вот в стандартном цветении. Вот такие вот красотки. Вот. Ну что, давайте приступим. Так, друзья, ну вот она наша Dusty Bell. У нее не так ярко выраженные крапушки, их можно сказать даже вообще. Они такие, знаете, еле-еле заметные. Но это Dusty Bell, именно бабочка, в цветении бабочка. Вот у меня есть еще две красотки Dusty Bell, которые растут в неорганическом грунте. Буквально через месяц им будет как 4 года. Они в этих посадках, их давно уже пора пересаживать. Это вот у меня такие стандартные Dusty Bell, ароматные. Кстати, я специально на канале нашел видео, в котором мы пересаживаем вот эти вот две орхидеи из трех. Видео от 2019 года, от 17 мая. В этом видео я подробно рассказываю, показываю вот эти вот орхидеечки, как мы их потрошим и как пересаживаем вот в этот вот неорганический грунт. Если интересно, я ссылку оставлю на вот эту вот пересадку. Вот так вот сейчас покажу. Вот, мы их чистим, обрабатываем. Это было ровно 4 года назад. Вот, и эти орхидеи вот в таком вот виде спустя 4 года растут, цветут каждый год. Здесь у нас керамзит и перлит. В одном добавлен перлит. Но в одном из ближайших видео мы с вами достанем эти орхидеечки и пересадим. Сегодня речь не о них. Сегодня мы будем отделять детку. Но попутно, раз уж показываю вам парфюмерные фабрики, не могу не показать и другие свои экземпляры. Но вот этот экземпляр, он разыгранный на канале, ждет своей отправки под номером 175. Вот такая вот орхидея парфюмерная фабрика. И моя, которую не буду разыгрывать, это бабочка. Вот такая вот еще одна красотка. Это оранж в закрытой системе. Тоже вот такой вот слоник. Мультифлорочка. Это мультифлоры. А вот эти Dusty Bell это мини. А вот это вот у нас мультифлора, бабочка Dusty Bell. Ну что, давайте доставать и будем смотреть, что там с ней. Ну, я сейчас в сторонку пока уберу другие цветы, чтобы они нам вот так вот не мешали. Сделаем это быстренько. Достанем из внешнего кашпо. В принципе, цветонос уже можно обрезать.
он нам не нужен. Обрежу я пока его до... Да, я его совсем обрежу. Вот, орхидея новый нарастет. Новый. Вот такая вот она. Смотрите. Скукожопилась, конечно, последний цветочек. А так я в обзоре в каком-то показывал полное ее цветение. У них есть свой отдельный плейлист. Можно найти по плейлисту, который так и называется «Орхидеи парфюмерные фабрики». Так, ну вот видите, был пенек. Орхидея, когда я уезжал в отпуск на 2 недели, приехал, это было позапрошлым летом, приехал и обнаружил желтые валяющиеся листья. Орхидея просто вот так вот развалилась. Я пенек не стал выкидывать, обработал, зачистил пенек полностью от гнили, обработал Максимом. И, друзья, о чудо, через пару-тройку недель из-под грунта показались листики вот этой вот детки. И вот сегодня мы ее с вами достанем и отсоединим от этого пенька. Вот от детки, видите, молоденький листик. Детка уже довольно-таки взрослая. Есть вот такой корень у нее. В общем, будем доставать, друзья. Так, смотрим снизу. Ничего нам не мешает. Вроде ничего не мешает. Главное это сделать аккуратно. Вот. На днях буквально поливалось все это дело. Грунт влажный. Корни тоже влажные. И надеюсь, они у нас достаточно эластичные, чтобы... Опа! О, смотрите. Вот это вот корни нашей старушки. Полностью сгнившие. Теперь нам нужно это все разобрать. Видео о том, как ухаживали за этим пеньком, у нас тоже все имеются в этом плейлисте, который называется «Орхидеи парфюмерные фабрики». Так, вот он, пень этот. Сейчас мы его очистим. Да, друзья, орхидеи надо убирать. Видите, молодой корешок. Вот, молодой корень. И стал подгнивать. Вот он. Гниет, друзья, вот от этого пучка старых корней этого пенька. Просто идет цепная реакция от гниющих корней. Передается гниение на здоровые корни. Это я вчера, друзья, или позавчера в группе где-то прочитал. Одна девушка блеснула своими знаниями, познаниями, как правильно ухаживать за орхидеями. Я уж не знаю, где она подчерпнула это. Вот, сказав о том, что когда у орхидеи, она теперь точно знает, когда у орхидеи начинают гнить корни, то удалять их не надо, потому что разлагающийся веломен является питанием для корней. Вот это, конечно, ну, не знаю, хоть стой, хоть падай. Так. Не стал я ничего писать ей о том, что гниющие корни, если процесс запустен гниения корней, то от этой гнили может погибнуть орхидея. Потому что гниль, во-первых, может перейти на здоровые участки. Это раз. Это первый момент, что чаще всего и происходит. И второй момент, если в грунте присутствуют пришедшие на разлагающуюся вот такую вот органику, пришедшие насекомые, которые питаются разлагающейся органикой, то можно ожидать бактериальные заболевания, бактериальные очаги гниения
на листьях, на основании, в пазухах, еще где-то. Так, ну вот у нас пень со своими корнями и наша детка. Так, надо как-то изловчиться, вот сюда подлезть. Пень уже начал сбрасывать корни, вот, поэтому некоторые мне вопрос задают, иногда пишут, а можно ли детку не отсоединять от старого пня. Знаете, я чаще всего отвечаю, что нет, нельзя. Не, вообще можно, но вы должны понимать, что пень разлагается, у пня-то будущего нету. Вот. И рано или поздно у пня начнут разлагаться корни. Вот как сейчас мы видим, вот у этого пня разлагаются корни. Сам пень уже все, приказал долго жить. От него остался вот верх и вот эти вот гнилье, нижнее гнилье. Вот. Кстати, тут вот видите, корни переплелись от пенька, и корень сверху деткин тоже переплелся вот здесь вот с пеньковым корнем. Пеньковый корень, видите, отгнил, прогнил, и гниение передалось на здоровый корешок орхидеи. Да, вовремя мы начали заниматься этой деточкой. Так, ну что, вот я смотрю, здесь прям все так переплелось. Буду обстригать вот эти вот корни пенька, чтобы добраться до участка, где... Потому что пенек я уже сохранять не буду. У него гниют корни. Вот здесь вот сейчас мы все зачистим. Вот, чтобы посмотреть, где у нас тут вот основание. Подрежу его. Так, корень пенька вот этот вот старый. Я его отчекрыживаю. Аккуратненько. Вот, еще один корень пенька отчекрыживаю. Так, вот этот корень тоже пенька, да? Тоже снимаю его. Так, вот этот корень уже деткин, по-моему, идет. Вот этот. Так, ну что, как-то нам надо теперь вот эту макушку, вот, пеньковую. Он может и сам отломиться, а иногда, кстати, бывает так, что сами отламываются. Видите, тоже вот он, корень сверху идет деткин, а снизу вот он, корень вот этого пенька. И он существенно мне мешает. Я его, наверное, сейчас обрежу. Вот тоже вот эти вот корни от пенька. Так, вот цветонос был пенечный. Вон у нас где аж детка крепится. Вот, видите, смотрите, у детки корень сгнил от гниющей вот этой массы. Как жалко. Как жалко. Так, ну вот зато у нее есть вот этот корень. Так, это пеньковый корень. Да, разобрать здесь нужно. Так, снимаем старые, удаляю, продолжаю удалять старые корни. Вот это корень деткин, смотрите, какой хороший вот пучок. Но тут тоже, видите, у нее начался процесс гниения. От старых корней пошла реакция. Вот, а когда детка у нас растет на мамке, то есть на орхидее, которая полноценная, с листьями, которая еще может расти, то, конечно, не обязательно ее отсоединять. А вот если на пеньке растет, как вот это вот, у пенька будущего нету. И рано или поздно он начинает гнить. Так, подрезаю пенек снизу. Пробираемся к месту, где у нас детка. Вот здесь вот место это. Сейчас будем здесь надрезать. Надрезать буду. Так аккуратно надо это сделать, чтобы
не повредить ничего. Вот. Надрез. Я вдавливаю скальпель. Вот здесь, конечно, скальпель очень хорошо. Вдавливаю его туда потихонечку. Вот. Так, мне найти прям эту шею, где она крепится. Так, вот эти корни придется удалять. Пеньковые. Да. Они мне мешают обзору. Да, давно так нет, самое не приходилось. Так, вот еще пеньковый корень. Опа. Я его сниму и отклею. Вот, видите? Как аж дугой. Так, и теперь до другого пенькового корешка добрались. Еще вот до этого тоже срезаю его. Аккуратненько. Вот. Так, и вот мы потихоньку доковыряли до места, где у нас орхидея соприкасается с пеньком. Так, вот он. Где он? Вот он. Это у нас вот здесь. Вот она, перемычка. Ну вот здесь мы сейчас ее и срежем. Опа! Все. Срезали пенек. Вот у нас получилась пуповина. Отчекрыжили пуповину. Так, ну что, гнилье нам надо вот это убирать. Гнилье. Так, вот этот корешок хороший, молоденький. Здесь, видите, обгнил. Здесь нужно срезать до живой ткани. Хотя уже от этого корня толку не будет. Здесь тоже у нас, видите, корень идет гнить. Срезаю. Так, я сейчас возьму перекись и куркуму. Перекись и куркуму. Так, вот так. Перекисью я прокапываю все эти срезы. Так, вот еще у меня надо убрать Максим с пальцев. А то беру корни у орхидеи, и на корнях это может остаться на живых, немножко обжечься могут. И вот в продолжение темы, если орхидея на пеньке, то пенек рано или поздно начинает погибать и за собой может утащить детку. А если орхидея нормальная, так вот здесь еще, вот, орхидея нормальная, полноценная, и у нее выросла детка, то в принципе можно не отделять. Смываю я этот Максиму с этого корня. Хоть я и не надеюсь, что он выживет. Так, ну вот эти вот я прикапываю срезы. Вот так вот. Раз. Раз. И теперь вот здесь вот с этой гнилью разобраться, что у нас здесь откуда куда идет. Вот как жалко, прям вот здесь вот он, хороший такой корень, но кончик подгнивает. Здесь тоже, видите, обчекрыжили мы. Жалко, очень жалко. Надо было раньше. Надо было раньше. Так, ну вот так.
Конечно, сейчас сажать я ее не буду. Я дам немножко ей подсохнуть денек, чтобы вот эти срезы подсохли. Вот эти чешуечки я уберу. Да, чуть не потеряли детку. Хорошо, что залезли. Как я заметил, что корни. Вот поэтому, друзья, нужно чаще проверять орхидеи, смотреть. Так, но у меня чаще не получается, потому что могу я просмотреть свои орхидеи только когда делаю полив, потому что орхидей очень много. Естественно, достать какую-то орхидею — это целая история. Нужно разбирать. Вот, куркуму беру. Разбирать целый стеллаж, все с него снимать. Поэтому тут делаю только при поливе. Так, вот этот срез, где мы срезали, отсоединили я куркумой. И вот здесь вот основание корешков. Потом перед пересадкой я остатки сдую. Вот, а сейчас все вот эти срезы. И особенно вот здесь вот. Так, все. Оставляем орхидею. Оставляем ее на время. Куда вот? В этот, что ли? В горшок. В общем, сейчас я возьму кашпо другое. В кашпо поставлю эту орхидею. И, кстати, знаете, что я сделаю? Сейчас я саму орхидею, чтобы она немножечко взбодрилась, обработаю тоником, попрыскаю на листья ей. Вот так. Вот так вот. Все. Ну и теперь, ух, сразу какой аромат пошел. А теперь вот сюда ее вот так вот в кашпо. Вот. Все. И уже следующим заходом мы ее пересадим. Она постоит у меня, наверное, до завтра как минимум. Подсохнет немножко основание, да. И сделаем пересадку ее. Все, друзья. Вовремя залез я проверить детку. И, как оказалось, еще бы чуть и потерял бы и эту красотку. Все.